Вот она первая. 66, не меньше. Давай, давай, давай. Давай. Есть! А, так. Так. А, ха-ха-ха, есть. Есть, что-то есть. Так. Что это такое? Это что такое? Да это вообще. Это что это такое? Как вообще это случилось? Че, она цепанула? Ха, отпускаем. Всем привет, с вами Дэн Купер. Подпишитесь на меня, и у вас все будет супер. Сегодня 4 января 2022 года. Вчера ночью выпал снег. Есть на реке много льда. Но есть и открытая вода, куда можно кидать. Сейчас поймали 4 щуки на двоих. Мой блог про активный отдых, про то, как, где можно потусоваться, весело провести время, не сидеть в городе. Когда у тебя хотя бы есть пару выходных, можно куда-то добраться и отдохнуть. Поэтому подписывайтесь, и будем с вами вместе отдыхать, открывать новые места, куда вы, как и я, будем возвращаться время от времени и наслаждаться отдыхом. А, есть! Вот она! Так, сегодня первая. И вытаскиваем ее. Давайте подниму, заходи. Я подниму, залей, не надо, палку сломаешь. Так. Вот. Сейчас будем мерить. Вот она первая. 66, не меньше. А? 66, не меньше. 66, может 69 даже. Может, 69. Да, но если маленькая, мы отпустим. Так, есть еще одна. Еще одна. Не, мы ее померяем. Не, ну что маленькая-то? Вполне себе. Так, ну-ка иди. Так, иди охраняй. Так. Ну-ка. Да. Нормальная, товарная. Сейчас измерим. А в этот момент был очень сильный ветер. За холодную ночь речка довольно сильно замерзла. Периодически шел снег. Ловить при такой погоде непросто. Ну потому что обмерзает плетенка и кольца на спиннинге. Силиконовая смазка спрей помогала на какое-то время. Проводки получались короткие и до берега не доходили. Очень высокий берег. Поднимать рыбу приходится удилищем. Спуститься вниз невозможно. Подсачек не достает. Эта щука довольно большая. Почти все щуки были с икрой. С очень вкусной икрой. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно поставьте колокольчик для получения уведомления при выходе нового видео. Ну а в комментарии напишите, где вы ловите в Астрахани, ловили ли вы зимой, был ли у вас такой опыт, был ли опыт со льда или ловили тоже на открытой воде. В общем-то, поймали уже 2 щучки небольшие. Рыбалка трудовая. Нужно ездить искать места. Но завтра будет плюс 11 градусов тепла. И я думаю, лед до конца растает. Будет более удобнее ловить. Так что продолжаем ловить. В принципе, супер здесь. Полноценный отдых. Так, сколько сегодня рыбы мы наловили. Вот ведро появилось с рыбой. Это все щука. Что, мне кажется, достойный результат для того, чтобы зимой поехать в Астрахань. Сегодня 7 января 2022 года, и мы ловим на протоке, по сути, около реки Ямная. Уже поймали 2 щуки с утра. Вот сейчас
11 дня. Ну, мы полчаса как приехали. В общем, лед ушел практически. Там остался около того берега. Чуть-чуть льда, льдины плавают. Но щучки уже клюют. 2 штуки у нас есть. Получается, стоит туман. Погода плюс 9-10 градусов примерно. Сегодня самый теплый день из всех январских праздников, на которые я поехал отдыхать в Астраханскую область, Икрянский район, село Ямное. Ловим, получаем удовольствие. Если вы думаете, стоит ли ехать на рыбалку на январские праздники в Астрахань, да, конечно, стоит. Отдых офигенский. 100% в Москве вы нигде не наловите так. Открытой воды нет. Здесь открытая вода, и можно с удовольствием половить щучки. На поплавочной мы пока даже не начинали ловить. Пока нам достаточно ловли на спиннинг. Поймали сегодня одну на мандулу щуку, одну я лично поймал на космастер, маленький космастер. Большие приманки не идут, потому что щука с икрой. В общем, замечательная ловля. Дальше будет интересней, поэтому смотрите, что получится. Да, хорошо, вон ведро. Как положено. Да. Шикарно, мне тоже надо будет переставить. И там щипцы. А, вот щипцы есть. Да. Небольшая. Ну, пойдет. Да. Хорошо. Так. Делаем проводку. Она по дну берет, кстати. По дну ведешь, и она хватает. Приехали на новое место. Были здесь позавчера. Был лед, стоял. Сейчас льда нет. Так выглядит. Здесь яма. Ну, яма углубления метров 8 до туда. И место. Передвигаемся на оке. Здесь удивительно проходимая машина. По таким вот полям. Среди полей все едет. Вот так вот отдыхаем. На этом месте ничего не клевало. В итоге мы поймали 4 щуки сегодня. 4 или 5 или 3. Я уж точно не помню. По-моему, 4. День был трудовой, интересный. Каждый день кайфуем, отрываемся. В Москве все во льду, а здесь чистая вода открытая. Сегодня очередной день, солнечный. Астраханская область, село Ямное. Ловим на... Сначала вот будем ловить щуку, потом посмотрим, что будет. Льда нет, солнечно, ярко. Смотрите.
Вот так вот сегодня. Прекрасно. Как говорится, не Москва. Поэтому попробуем поймать щуку. Потом, если не получится, но у нас каждый день получалось, тогда перейдем к буфало. Караси буфало. Зашел окунь. Вот такой неплохой окунек на блесну. На блесну, на резинку. На резинку. Фактически около берега. Я бы даже сказал, со льда. Почти на лед завел наживку, и вот он клюнул. Я чуть подергал. Вот такой окунь. По фидеру есть движение. Погремушки сработали. У нас там есть, что ли, кто? Есть ощущение, что надо проверять. Пробуем. Ну, в общем-то. Так, смотрим. Да, я упал на правый бок, а в диаметре вот заболового района, она сейчас нарушена. Не, в этот раз ничего. Кроме вот этого трипера. Сетка вдоль реки. Пока вы наслаждаетесь этим прекрасным январским видом Астраханской области, я расскажу вам, на что я ловил и какие проводки были самыми результативными. Хорошо щука брала на колебалку металлического цвета размером с указательный палец. Также много результативных поклевок было на большие и маленькие кастмастеры серебристого цвета, но без красного хвоста. С красным хвостом не брала почему-то. Одной из самых результативных была маленькая мандула разных цветов, а также взял несколько щук на поролоновую рыбку ржавого цвета и одну силиконовую рыбку синего цвета, утяжеленную изнутри. На силиконовую маленькую рыбку была одна поклевка. Совсем не работали попперы, хорватское яйцо, вертушки, вся резина, все поверхностные блесны, троллинговые воблеры и другие воблеры разных размеров. Теперь по насадкам все понятно, и расскажу о самых результативных техниках ловли. Лучше всего показала себя джиговая проводка. Для тех, кто задался вопросом, какая из них, поясню. Заброс с берега на противоположный край ямы. Несколько секунд жду до того, как приманка достигнет дна. Далее 4 оборота катушкой. Ожидание отстука приманки по дну. Пауза 2 секунды. 4 оборота катушки. И так далее. Брала больше на проводке, но иногда и на падении. Лучше всего брала под корягой. Показать приманки не могу, все оторвал об коряги. В следующий раз буду сразу делать обзор на блесны. На фидеры ничего не поймалось. Ловили на опарыша и на среднего червя. В кормушку закладывали рыболовный пластилин. Для справедливости уточню, что не особо много времени уделяли фидерам, потому что во время ожидания ловили хищника, который брал довольно хорошо. И, кстати, еще был выловлен 1 берж и 2 окуня. Смотрите, где мы ловим. Вот видите, Москва. Тут Астрахань. Икряная или икряное. Вот здесь ямная. Так, хоп. Дикая земля. Так, здесь ямная. И вот здесь вот эта дорога, выезжаешь из Ямного. И вот здесь вот, в принципе, вдоль всей речки. Река кривая ямная. Вот здесь вдоль нее идет ловля. Ну, до сюда, наверное. Так на лодке можно, в общем-то, и по всей проехаться, и потроллить.
Летом, правда, народу много. Но зимой мы ловили вот здесь. Вот здесь. Просто с берега, с машины доезжали вот до сюда. И начинали прямо отсюда и везде. Досмотрите это видео до конца, я там расскажу, как получить карту уловистых мест этого района. Я ловлю в Астрахани в новогодние праздники в 2022 году. И хотел с вами поделиться секретом того, как все-таки не уйти без улова. То есть остаться с уловом в любой ситуации. Вот когда вы идете на водоем, вы точно должны знать, где чаще всего ловится. То есть, к примеру, я бросаю вот водоем, я точно знаю, что вот если бросать сюда, то вот здесь чаще всего попадается. Если бросать сюда, здесь чаще всего попадается. Вот. И если бросать вот туда, допустим, там не попадается ничего. И каждый раз, приходя на водоем, я ловлю на этой точке, я бросаю сюда. И в других местах я тоже знаю. У меня есть несколько мест, которые нам показали. Мест 5. И в этих местах всегда есть рыба. То есть рыба стоит на определенных местах. И для того, чтобы, по идее, хорошо отлавливаться, сначала нужно эти места найти или у кого-то спросить. И потом вы будете уже, перебирая снасти, одну, вторую, третью, воблеры, всегда оставаться с уловом. Вот, поэтому разведывайте места, находите их. Если соберете 50 тысяч лайков под этим видео, я вам укажу на карте места, в которых я ловил и всегда ловилась рыба. Все мои уловы вы видите, они достаточно приличные, ну, то есть хватает удовольствия половить целый день. Половить целый день, остаться с уловом, покушать, получить удовольствие. Так клево зимой приехать и половить, насладиться. Видите, льда нету на реке, только вот самая кромка вот здесь. Вот здесь самая кромка, там есть лед. Вот тут оставил пиво, видимо, чтобы оно стало прохладным. Смотрите, здорово ловить, вам рекомендую. Ну а точки, если 50 тысяч лайков соберете под этим видео, я вам прикреплю к этому видео точки, где и что, какую рыбу я ловил и на что. Сработали погремушки. Надо внимать смотреть, может быть, льдины проплывают, а может нам что-то попалось. Похоже, льдины. Тянется легко. Да, приплыли льдины. В общем, на эту закидушку ничего не поймалось. Поплыли льдины, которые ее сгоняют уже не в зону ловли. Ладно, перекину. День такой сегодня, конечно, хороший. Корейский автопром штурмует астраханские вершины.
Алло? Алло. Да нет, все закрыто, теперь он сейчас Денис пытается в горку въехать, не может. Мы спустились, глиняная горка такая конкретная. И вот теперь, блин, ну в поле-то с глиняного уже уехали, слава тебе Господи. Вот, осталось эту горку проехать, вот сейчас он уже раз в 3 пытается, пока никак. Ну посмотрим. Давай. Ага, хорошо. Давай. Вау! Ехал в Москву из Астрахани, с рыбалки, вы все видели сами, как там здорово. Вот она, Москва. Вот она такая снежная. Минус 10 градусов. Выехали вчера не в 4, в 6 или 8, в 8 утра. Останавливались посередине под Тамбовом на сон примерно 8 часов. Отдали по 1000 рублей с человека, 2000 рублей за номер. Душ был общий, туалет общий там. Ну, в общем, нормально переночевать. Разница, конечно, офигеть можно между Астраханью и Москвой. В Москве холодно, конечно, выходишь на улицу, мороз. В Астрахани тепло, солнце, часто солнце. Плюсовая температура, опять же. Ну, иногда 0, минус там 2, 3, но ощущается совершенно по-другому. Если у вас есть предложение по рекламе, направляйте мне, ссылка в описании, или там комментарий будет в описании, где можно будет со мной связаться. Будем путешествовать и показывать, как это круто. Ну, когда не круто, будем показывать, что не круто. По крайней мере, текущий вариант оказался офигительным. Я бы сказал, экономным, хорошим на новогодние праздники. Мало кто ездит на новогодние праздники. Мы не видели рыбаков в окрестностях, там, на речках, чтобы кто-то еще кидал спиннинги. Ну, может быть, один был, но и то, наверное, местный или непонятно кто. Поэтому путешествуйте, ищите варианты. Бывают дешевые, бывают дорогие, но самое главное, чтобы они были интересные. Всем пока!